Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under.
О, так. Так. А, всем привет. Я, кстати, без понятия, почему так, но каждый раз камеру нужно настраивать. Угу. Окей. Так. Вроде бы все настроено, да? М. Красная дуга, гниль. Гард. Приказ в атаку. Бросок гаечного ключа.
черный смог. Блин, я хз, что тут мне прокачивать на самом деле. Гниение. Привет, Фабма, здорово. Ладно, пока ничего брать не буду. Вообще без понятия, что за что отвечает. Как я? Да нормально. Уставший. Слегка уставший. А, это знак Грогороту, по-моему. Так, карта. Пошли. Сегодня вообще ничего не делал. Ну, в плане там анимации, что-нибудь такое. Чисто по работе там работал над заказом одним. Он, по идее, дохуя объемный. Еще и заказчики такие весьма своеобразные. Они как бы понимают, что заказ, так сказать, не на один день, но там должны все это закончить на этой неделе, но тем не менее. Ой, извините, вот эти фотографии мы забыли добавить. А можете вот еще вот эти добавить? Вот это вот еще добавить? Вот это вот еще добавить? А, сорян. Вот вам еще 5. А, нет. Архив нахуй, извините. Архив фотографий. Выберите самые лучшие фотографии как дизайнер. И нормально. Я сейчас делаю, но уже неделю топчусь на месте. Это нормально. It's okay, как говорится. Соткание. Так. Металлолом. Шиллинг. Да, что-то лутом прям вообще не везет. Погодь. А чё, погоди. Чего ждать? А выйди из этой комнаты и пройдись по верхней кромке. В смысле? По верхней кромке. Ты про это?
Ну да, чтобы как-то по ощущениям было понятно, что тут стена. Ни хрена, аниме, август. Получается, на целый тайл уходит? Не, на пол тайла. Тут не дело в том, что ноги уходят в тайл, а то, что тайл перекрывает ноги на пол тайл. То есть наоборот, как бы. Дело не в ногах, а в самом тайле. Он типа... на слой впереди. Если по слоям смотреть, то он типа спереди находится. Можешь нарисовать в Paint, я не пойму. Ну как не поймешь? Есть ближний фон. То есть вот есть ближний фон, игрок и вот то, что позади. Вот игрок. Вот то, что фон позади. Дело в слоях. Передний слой, средний слой, задний слой. Нижняя стена она на переднем слое. Блин. Фак. Патроны кончились. Получается, они просто коллизии нижнего тайла опустили. Ну, типа, да. То есть физическое столкновение с стеной, он ниже, и все. Вот. Эти крыши то же самое. Тут просто квадратик стоит. Вот. Ну, то есть свободным передвижением тут квадратик. Это ж просто. Easy to understand. Блин, мне патроны, ёб твою мать. Патрон для дробовика. Патронов-то нет. Get
Вот сегодня нормальные анонсы сделал. Да, так же, как и вчера. Мгм. Хирургическая пила. Ну, решка. Нет, конечно. Саундтрек прям Silent Hill напоминает во времена первой части разработки, что вдохновлял Silent Hill Berserk. Да. Это не так шумят. Ладно. Так, обосранные жопы эти. Дерьмово. М. Знаешь, что еще интересно? Тут герои высотой в 2 тайла. Вроде как спрайт герой начинается прямо на нижнем краю тайла. Вроде. Ну да. Ну типа хотели сделать нормального вида персонажей. А не как обычно это происходит. А обычно как? Ну, обычно в JRPG-шках маленькие в один тайл пиздюки ебаные. Типа чибицы. Чибики. Вот это вот типа так себе. Ну, не знаю, как сейчас, может быть, вот такого стиля вообще, в принципе, есть твой поклонник. Но я такого дерьма навидался дохерища раз, когда был мелким. Да, и сейчас повсеместно встречается. Когда хочет кто-то сделать какую-нибудь типа ретро-пиксельную JRPG-шку. Типа. А нам тут делать нечего.
Блин, нам только на патроны, точнее на деньги висит. Блин, пожалуйста, не кусай её. Спасибо. А, я совсем забыл отпилить голову этим обосранным монстром. Там внизу имеется в виду. Он что, вышел? Ёбаный в рот. Дверь заперта с другой стороны. DS Legacy. Бля. Ёб твою мать. Мы тут по кое-каким очевидным причинам не протянем долго. Что такого? Ну, это отчасти ебанутое место очень. Ну, мы типа чисто просто, ну... Стиральная машинка мощнее вас. 58-32. Да. Че, загуглил, что ли? Чекну. Ну, эта стиралка ведет в портал. Ебать, какой жесткий. Нам пока туда рано. По идее.
Нет, подождите, в хаосе формируются какие-то формы. Карин Заур, комментатор. Шокирующие акты преступления в самом сердце Перехвиля. Под руководством там кого-то, кого-то. Комментирую события здесь, в Перехвиле, Богемия. С вами Карин Заур, добрый вечер. Столь отвратительное убийство, вызывающее недоумение во всех его деталях, никогда прежде не совершалось в городе Прехвилл. Лана Лондо, спасибо за фоллоу, большое спасибо. Трагедия на 28-й улице. Это самое экстраординарное и ужасное событие, произошедшее здесь, в самом центре города, продолжает ставить в тупик жителей многоквартирного дома. Говорили, что лицо, ответственное за это преступление, никогда не вызывало подозрений. Все жители описывали его как спокойного человека, который любил большую часть времени держаться особняком. Независимо от его внешнего вида, внутри этот человек был монстром. Жильцы квартиры 6, 11, 13 и 2 были убиты самым ужасным образом. Телевизионный экран снова заполняется белым шумом. Белая корка закрывает все. Воздух находится в полном застое. Дверь герметично закрыта из-за роста, похожего на плесень. Эта белая корка просто портит все на свете, да? Здорово, Маш. Это ГГ, судя по всему. Может быть. Может быть. На столе стоит портрет молодого человека. У этого человека все лицо царапина. Взять портрет. Портрет юноши. Старая портретная фотография юноши, похоже, она была сделана в поздних 1800-х. Кто-то натрапилось то, что так не распознать. Блять. Твою-то мать. Забей. Да, один в один.
Вот с этим дерьмом встречаться, конечно, вообще не очень хотелось. Вот их надо бы в крайнем случае расстреливать. Это все еще первый день? Первый день, полдень. Или правильно будет сказать, просто день. До этого было утро, а потом будет ночь или вечер. То есть 3 состояния дня. А дней всего 3 или 4. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. М, Хотя, Дживс. Мы это уже все читали, поэтому пропускаем. Так. М. Блин, я думаю, убить, не убить этого мэра. Он же, по сути, тоже участник фестиваля, по идее.
Патрон для дробовика. А, что-то не везет, не везет. Сегодня надо было лечь пораньше. Как сегодня прям жестко клонит в сон. Среда всего лишь. Патрон для дробовика. Блин, ну... О, ёпта. Так иди поспи, чё ты. Привет, Калка. Здорово. Да не, как вот какой спать. Просто пораньше лягу спать. Сегодня готовил бриз с мясом. О, ну вот это уже другое дело. Это уже радует. Короче, как-то жестко по-воебонски приготовил блюдо. Сначала замариновал хлеб. Хлеб говорю. Блин, я даже херню не какую-то. Как его? Курицу. Филе курицы взял. А? Вот, просто. Иди. Иди. Басуй, да. Ну то попробуй. Примерь. Барды вот ты. Ну, нормально же. Ну вот как мама. Будете вдвоем похожие ходить. Ой. Так, а вот это меня уже прям радует. Даже сон сняло как... Угу. Нормально, нормально. Жить можно. Правда, с патронами еще не везет. Пока что. Так, 3 спички. Сколько патронов у меня? 4. Ну, неплохо, неплохо. Девятимиллиметровая пуля.
Так, а вот тут уже не повезло. Печально. Ты Руханка работает? Рассынка там брат. Ты компасуя. Нет. Музыка нравится. Да, хорошая. Меня удивляет тот факт, что они до сих пор деньги с собой таскают. Ну типа, нахер им деньги нужны вообще? О! Твою нахуй! На сукин ты Гэндон! Вас задело выстрелом, и чё? Ну, вроде бы нормально, но твою мать. Чё-то он меня прям застал врасплох, ублюдок. Так, тут все кажется до ужаса мирным. Сказка по Кит-Кете, глава 2. Ну что ж, продолжение сказочки. Давайте читать. Так, глава 2 по Кит-Кет. Туркила отругал Уильяма за то, что он ушел. Когда Уильям попытался объяснить, что произошло, это только больше разозлило Человека-жука. Чтобы преподать Уильяму урок, Туркила продолжал загонять Уильяма глубже в лес своей причудливой силой Человека-жука. Уильям скатился с грязного холма и оказался на большой поляне в лесу. Посреди этого поля два гигантских слепых червя с гигантскими лицами были застигнуты врасплох в разгар поединка. Двое бедолаг дрались друг другом изо всех сил, они кусали друг друга, царапали когтями, и все это время громко плакали и барахтались. Туркила кричал сверху, что такова природа мужчин, что точно так же, как те птенцы певчего дрозда из прошлого, так будет будущее, таким будет будущее Уильяма, когда он вырастет и станет взрослым. Люди были безжалостны в своей погоне за богатством. Действительно ли Уильям хотел принять участие в такой жесткой конкуренции? Пока они разговаривали, червь с более уродливым лицом одолел другого. Жаждущая новых разрушений тварь положила глаз на Уильяма. Это подтолкнуло Уильяма к отчаянной погоне. Туркила просто улетел, хихикая. «Это то, чего ты хотел, верно?» Уильям побежал в ближайшую чащу, в надежде, что слепой червь не сможет там поместиться, и вместо этого зверь со свирепой силой протиснулся сквозь сломанные ветви. Ожирев от поедания своего брата-червя с детским личиком, одна особенно острая ветка проткнула брюхо зверя. Изнутри сотни маленьких детенышей червей рассыпались повсюду. Пиздец. Жуткая херня. Маленькие червячки начали бороться и пожирать друг друга в тот момент, когда они приземлились на землю. Уильям понял, что именно так гигантские слепые черви с детским личиком стали такими большими. Они продолжали есть друг друга, пока не остался только один. На данный момент казалось, что Уильям был в безопасности. Еще не стала его очередь пожирать или быть пожранным, однако по какой-то причине он чувствовал себя неуютно. Казалось, что кто-то или что-то пристально следит за каждым его движением. Он услышал слабое дыхание и шелест листьев, затем он заметил их пару светящихся глаз, смотрящих прямо на него из темноты, кустов и листьев. Уильяму не понравилось, как на него смотрели. Он запаниковал, побежал в противоположном направлении. В то время Уильям мало что знал, но за каждым его движением из-за куста следил высокий кот. Pocket Cat собственной персоной. Остальная часть текста неразборчива и размазана. Похоже, кто-то по какой-то причине хотел, чтобы читали дальше. Высохший чайник. Мне кассовый аппарат нужен. 10 шиллингов, хорошо. О, Алхимилия, вот это, наконец-то, полезная книга, черт побери.
Опытный уровень алхимии. Алхимия том 3. Здесь перечислены эффекты различных цветных алхимических веществ. Рецепты для среднего уровня алхимии. Синий плюс бодрящее обостренное чувство. Синий сильное исцеление. Вот так вот. Окей. Но это уже кое-что. Это уже кое-что. Да. Да. Вот эта тема. Правда, мне алхимия первого уровня все равно нужна, чтобы делать синие флаконы. Ёпшмат. 4 эпохи современности. Так, кожаная библия, главу о Сильвиан. Так, Сильвиан. Сильвиан, богиня любви, похоти и созидания. Она создала мужчин и женщин на заре времен. С самых первых мгновений она нежно любила своих детей. Со временем ее любовь расцвела в более одержимую форму, и она стала более практично подходить к контролю за направлением жизни своих детей. Всегда помня об их наилучших интересах. Как только она поняла, что ее дети никогда не проявят к ней столько же привязанности, ее любовь приняла более извращенную форму. Сильвиан заставила человечество больше понравиться ей и приблизиться к ее собственному образу с помощью своего дара людям, любовной магии, иначе известной как магия цветов. На короткое время в историю человечества люди погрузились в безумие плотских наслаждений, как единое целое, море обнаженных людей. В разгар полового акта пульсировала и тратила впустую свои дни. Сильвиан часто ассоциируется с Грогоротом, богом разрушения, и их потомком Винушка, богом природы. Метка Сильвиан превышает потустороннюю защиту своего владельца. Ага. Вход воспрещен только для персонала. О! М. Ожерелье поглощения душ. Так, стоит ли сохраняться здесь сейчас? Ну, с одной стороны, как будто бы стоит, с учетом того, что мы довольно-таки очень удачно и хорошо убили 3 жандармов. Да. Так, и у нас по патронам всего 1 патрон, понимаете. Мгм. М. Так, что я подобрал? Серебряное ожерелье, вставленное в него камнем душ. Камень защищает владельца ага, потустороннее. Вы же понимаете, что можете использовать любые умения магии и бафы? Но...
Стильный замок. Желтый флакон. И чем раньше 4 тем проще будет пройти игру без траты ресурсов. Вот только найти бы их всех сначала. Дедушкины часы перестали работать. Они остановились на 14:35. Дедушкины часы. Красная трава. Стеклянный флакон. Мотель какой-то. Красная трава. Так, давай-ка чел. Хотя... Или да. Блин, или не стоит. Просто обойду его. Мина ловушку. Угу. Ну, неплохо. Да ё-моё. Давай уже как-то... патрулирует. Бля, второй. Ну все, съебываем. Шиллинги. Ой, дробовик. О! Я настоятельно советую держаться на расстоянии. Вы замечаете желтого мага впереди. Что ты имеешь в виду? Люди подходят к фестивалю по-разному, я не знаю тебя достаточно хорошо, чтобы сказать, каковы твои истинные намерения. Так что в качестве меры предосторожнения просто держись на расстоянии. Возможно, ты увидишь завтрашний день. Я не собираюсь идти на ненужный риск. Ничего личного. Но достаточно справедливо. Ты, может, побазаришь со мной, типа? О, блядь. Драный орел. Да как так-то? 2 монеты орлами вышли. Мы не должны драться друг другу. Должен быть другой способ. Са продолжает рано. Давай-ка посмотрим, как сойдут звезды. Похоже, пришло то время, друг мой. Вот
Подожди, я знаю, сможем все обсудить. Ты можешь научить меня магии? Если не наставление недели, просишь меня наставление в самый разгар битвы, смотри и учись. М. Подожди, я знаю, мы можем все обсудить. Время слов прошло, ты сам выбрал для себя эту судьбу. Да, чел. По-моему, есть тема с поднятием мертв... А, я нажал. Говно. И- Есть только скелетов нет. Да. Гули, как и всегда. Ну, ТС-1, привет. М. Давай я просто буду листовать Бога страха и голода. Так. Где он еще был-то? Надо бы найти винушку, кстати. Пока я сохраняться не буду. Использовать тотем. Я не знаю, даже мне повезет так же, как и в прошлый раз. С жандармами. Блин, эта сволочь оса там сидит и не пропускает меня. В моем прошлом прохождении осу я встречал только в бункере, и там он был очень даже не против того, чтобы присоединиться к мою группу. Так как он был весь ранен и все такое. Как будто бы он... Я не помню, как он был ранен. Как будто в моей памяти он был расстрелян стрелами или типа того. И типа ковылял. Или мне кажется. Ну, что как бы намекает на то, что его этот Август нормально так прижал. Шиллинги. Как бы я могу пойти поговорить с мэром, но там и получить ключ на время тратить неохота. Потом я поместье мэра весь облутал, если что. И Марину не встретил. И это все сделано утром первого дня. Если что. Поместье облутал. Кстати, давайте-ка я покажу. Смотрите. Руна морского дракона, плюс кольцо духа и щит 4. Плюс кожаный доспех. И стартовое оружие, конечно же. Тут также, но чуть по-другому. Руна морского дракона, кольцо духа, стартовое оружие, рифленая лютая латная юбка. Да, вот так вот. Как бы оружие только менять нельзя, а все остальное, в принципе, можно.
М. Блин, сколько у меня канистр с бензином? По-моему, охереть как много. То есть, по идее, вообще, если бы не ограничения по оружию, я бы тут пипец как божил. Вот это уже все, вот это уже хороший ран. 8 патронов, 303-х, едрить. Вот это чистый кайф. Чё? Посмертная маска. Так, погребальная маска из старой богемии сделала так, что речь и звуки носителя начинают походить на радостный смех. Из-за связи со смертью обладает потусторонними свойствами. Нихера, магическая атака какая высокая. Обалдеть, вот это мне повезло. 2 бутылки водки и расписной фонарь. Так, сейчас мне с лутом прям жестко везет. Как бы не накаркать. Давай, пожалуйста, ваншот, ваншот, ваншот. Ну, в 2 шота хотя бы. Маленький ключ. Примерно крутил Дэн. Wall шарик было? Да. Cat Night Monday, здорово. Первую пройди. Ну. А! Не везет, ребята. Блин. Надо было сразу добивать. Ну все, он меня выебало, считайте. А как я сейчас... Ну, давайте в теории попробуем что-то сделать. Да не, это Unreal вообще. Yes. Не, ну я первый проходил, но не на истинную концовку. Просто выбрал варвара, он мне казался самым интересным, прикольным. Узнал его историю, было задание найти какого-то сраного рыцаря, я его нашел мертвым и ушел из подземелья страха и голода. Все. Как бы логичная концовка случилась. Чисто все по уму. Этот сраный рыцарь, это аллюзия на Гриффита, да, есть такое. Yes. Там и девушка-рыцарь с короткими волосами, типа, есть. Это типа каска.
Я не про шлем говорю, я про девушку, ее так зовут Каска, если что. Кто не знал. Даю больше контекста. Варва это Гац? Скорее всего, да. Хотя он как персонаж сложнее намного. Ну, то есть его как Гатса в жопу не трахали, все такое, но у него в жизни тоже типа дохера чего случилось. Четвертый кто? Ну, там есть наемник, некромант, варвар. И все, по-моему. Да. Вот некромант там самый непонятный. Его как будто бы мало кто берет вообще в принципе. Ну, играть за него. Потому что тип мутный вообще жестко. Гриффит, Каска, Гац и кто? И парам-парам-пам. Пиу. Ну, не знаю, все. Кто там еще был? Ну, типа Гриффит, Каска, Гац и незащищенный секс. Вообще, само аниме Берсерк это как бы хорошее образовательное аниме на тему незащищенного секса. О том, как важно как бы говорить о сексуальных проблемах, все такое. У всех вокруг недоеб, и случаются такие вещи безумные. Хотя нет, наоборот, у этого у Гриффита жесткий доеб был. Его ебали, он ебался. Вот если бы он выбрал бы нормального полового товарища, тогда было бы все замечательно. Таких проблем не было бы. Ну ты чё, говно? Да господи, ты чё прикалываешься? Я на одного жандарма потратил сколько вообще сейчас? 4 патрона. Одна причем вообще в молоко улетела. Блин, охереть, какова вероятность такого? А, я забываю, лол. Да, голову пилить надо. О.
Энки. Да не, мне казалось, ключевыми персонажами были только эти трое. Ну, кто еще был? Да все как будто бы. Сильвиан. О, книга просветления. Как бы кайф. Но меня ничего не радует в этой катке. Как-то все супер дерьмово. Винушка, кстати. Дай что-нибудь. Дощатый щит. Дерьмово. Двойной проем на сколько шагов в высоту? Ну, как? Что ты имеешь в виду на сколько прямых? Ну, типа раз, два. Вот, раз, два. Надо, короче, самому купить и замерять. Блин, странно, я вообще не понимаю твоей проблемы. Типа, в смысле замерять? Ну, типа, ты хочешь нарисовать такого же, ну, в плане характеристики персонажа, то есть такую высоту и так далее, типа, чтобы он, ну, такой вот размера был, мог ходить. Также вот по тайлам. Ну, не знаю. Ай, гандон дерьма, вонючего, тварь, паскуда. Пропорции тайлов между собой. Две счастливые монеты. Блин, да что за кал? Так, в прошлый раз я от кого и от чего сдох? Так, что по патронам? А, их нету. Окей. Мина-ловушка есть. А, Асагандон. Ясно, за это держаться население. Вы замечаете желтую магу. Что ты имеешь в виду? Люди подходят к фестивалю по-разному. Так. Ты нападешь на меня, если я подойду ближе? Я предупредил тебя, если подойдешь ближе, я оценю это как враждебное поведение, буду действовать соответственно. Ублюдок. Зажигалка. Ладно. Да и хуй с ним, блин, пускай сидит там, блин. Самурай чертов. Пошли, короче, отсюда.
О. Блять, ёбаный рот, ты кто? Пиздец. Какой страшный город. Кого он убил? Я не знаю. Но кого-то он убил. Что за ужасы здесь происходят? Вяленое мясо. Ёп моё. Лаванда. Лаванда. Там есть церковь, кстати, вот надо бы туда вот пойти. Перед вами открывается спокойный вид на озеро. Вы слышите выстрел? Да чтоб не везло, да? Так, у него есть то, что мне нужно. Элитный солдат. Крутой типа, да? О, дерьмо. Хорошо. Так. Так. Ой, бля. Это просто фиаско, братан. Наконец-то минус рука. Да не, без Забеллы как-то вообще тяжело было. Блин, ё-моё, ну что такое? Может пройтись по местности? Поискать ритуальные кружки. Может больше страха и голода получу. Все-таки у него ловкость стоит. Ну, повышение на ловкость. Ведь так, да?
Ловкость 7. Ядрить мало. Очень мало. Па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па. Ну, там есть ритуальный круг, но он не подходит для страха и голода. Там по большей части винушку можно поставить. И... Ну и Грогорота могут вы поставить, да. Что, в принципе, неплохо было бы, но винушка там нужна по причине того, что она открывает путь. Там прорастет дерево, и мы сможем подняться наверх. Да. Ох уж эти крутые туалеты. Офицерский меч в мусорке. Да. Кто-то уволился с армии, как будто бы. Да. Кози копыта. Порох. Пластина. Мясной пирог. Мясной пирог. Канистра с бензином. Болты. Да. Мясной пирог. Мясной пирог. И не трава. Богато, богато. Блин, немного напряг меня. Зеленая трава. Так, подожди. Его амулет кого? Маленького существа. Грубо вырезанное. Так. Да. Вот ему, да, надо бы. Блин, у меня так много колец этих. Три выстрела. 3, сука, выстрела.
Да нахер мне твой маленький ключ, собака. Блин, была бы свобода воли в этой игре и супер жесткая интерактивность, я бы это маленький ключ засунул бы ему в жопу просто. Да ема. Я проебал все патроны. Ой, какая замечательная хуйня. Блин, у меня амулет слишком имбовый, чтобы проебывать, как будто бы. Да ебать, пошел нахуй! Да! Чего? Блять, я ж тебя добил, тварь! Пизда, сука! А, ёбаный ты, сука, рот! Ой, бля. Вот это же и есть. Такой пиздец. Бля, такой охуенный амулет сейчас проебал. Я типа мискликнул. Блять, просто мискликнул. Надо было сразу добивать его, но я обыскал его, блин. И в итоге меня выебали, блять. Просто пиздец. Да. Это, конечно, сильно. Это было сильно. А, я вспомнил, куда ведет путь, который открывается с помощью винушки. Там еще один бункер был, насколько я помню. И там я в прошлом прохождении своем завербовал желтого мага Асу. И он похож на Шеги из Скуби-Ду, когда так бегает. Скуби-Скуби-Ду. Так, кстати. Вот это мега имба. И чтобы его делать, мне нужен масля. Если у тебя был бы 3D принтер, что ты первый напечатал? Не знаю даже. Ну как-то фигурками особо не увлекался.
Я думаю, что первым делом м, мы бы создали что-то, что понадобится в целом, или то, что захотели бы дети, или захотела бы жена. А я что-то представить не могу, что бы я хотел. Что-то из пластика. Ну, нет у меня какой-то вот такой вот фанатской жилки вообще. Я не про фигурки, но почему? Ты спросил, типа, что ты бы напечатал первое? Хотел бы напечатать. То есть я мог бы ответить, что фигурки. Но в целом я не могу представить себе, чтобы я напечатал. Вообще не знаю, что. Может быть, что-то увидел бы в инете. И такой бы... Ну да, вот это вот будем печатать. Не, нахуй. Сразу, короче. Фрит и фрит. Смотри, какой 3D принтер. Ну, допустим, самый лучший принтер. Типа вообще похуй. Я уверен, что со временем я бы пришел к такому, что я бы его использовал для типа бизнеса. Фотополимерный. М. И для точнее, и для бизнеса фигурки очень даже хорошо пошли бы. Да. Майки бы печатал. Да, на 3D принтере майки бы не напечатаешь. Я бы, скорее всего, что-то декоративное сделал бы. Вот что-то вдруг пришло в голову. Что-то такое декоративное. Короче, чтоб мне стол заебись выглядел. Нет такого самого, что оно или работает, или делает мозг. Ну вот и все. Тут что работает, значит нужен. Мне мозг создавать не надо. Маска Бэтмен для кота. Ну да, вот это прикольно. А весь аквариум в декоре отпечать. Рыба в ахуе, наверное. Места нет плавать вообще. Всё в декоре. Когда твой хозяин имеет 3D принтер, и он дизайнер. Рыба просто умерла. Да. А там напечатанные рыбки тоже. Вот это странно было бы. Представь себе на месте рыбки. Такой... Твой хозяин великан осыпает твою тюремную камеру всякими декоративными штуками. И в один момент просто он такой устанавливает в твоей камере манекен человека нахер. И ты такой, бля, что происходит? Что это значит? Блин. Вообще не везет. Патронов нет. Ну, типа.
Сразу. Сразу грузимся. Короче, как убьем прям приличное количество жандармов, прям супер необходимо сохраниться. Супер мега жестко надо сохранить. Я теперь очень сильно жалею, что тогда не сохранился, когда убил 3 жандармов. Кстати, когда я купил принтер, полазил в инете, чтобы найти модели на печать покемонов хрена лысого. Были скучные модели одного Пикачу, сейчас больше 1000 штук всех покемонов разных полов. Да. Пикачу такая лежит на спине и ноги такая раздвинула. И это точилка для карандашей. Такой суешь. Я даешь эту точилку, типа, ребенку своему, чтобы он ходил в школу. А ты в Хайликс играл? Сумасшедший РПГ из пластилина? Что-то видел, по-моему. Ну, не играл, точно не играл. Вроде прям так заочно видел где-то. Что-то. Ну, была еще какая-то еще более наркоманская игра. Возможно, это она и есть, но не знаю. Там есть еще тайл персонажа, точнее, ну, фигурка персонажа, он типа охереть какой большой. Хайликс. А, вот это она и есть, да. Да, видел. Ну, прикольная. Поиграл бы в нее. Вторая часть еще есть, ничего себе. Балдеж, балдеж. И как неделя у вас проходит, ребята? Пока что у нас происходит ни хера в игре, поэтому давайте делитесь новостями и все такое. Середина недели. О, 2 патрона, найс. Хорошо. Не, все-таки что-то происходит. Все, у нас теперь 8 патронов. Надеюсь, дальше нам будет вести так же хорошо. Белый флакон. Противогаз из свиной кожи. Светло-голубой флакон. Маленький ключ. Бодрящие таблетки. Так, давай-ка... А, у меня только одна штука осталась. Дерьмо.
Ленивая неделя, много отлыниваем. Со своей игрой я топчусь на месте. Сегодня полдня спал. Это нормально. Плохо, конечно. Но нормально. Не, тут стоит как бы, ну, все-таки дать отпор. Стоит дать отпор. Сегодня я связываю за прохождение термина со стартом оружия. Надо вспомнить, как это было весело. Тоже будешь проходить? Хорошо. Это тебя, мне капец, уже вторая неделя. На работе все ломают, все ломают, все горит. А я ремонтирую. Ничего поделать, такова твоя профессия. Ну и потом, кто если не ты? Так сказать. Ты же, считай, заботишься о них, о своих коллегах. Боже, как хорошо все идет. Счастливая монета. Так, тут я, наверное, пожалуй, сохранюсь. Да, надо сохранить. Это слишком хорошо сейчас было. Это прям, ну, вообще тупо мечта. Кожаная Библия об Алмере. Тоже хорошо. Винушка. Человек из снов. Новая поэма о любви и муках. А если сохранишься, то внутренний таймер сдвигается вперед. Я сохранюсь с помощью этого тотема. С помощью страха и голода. Поэтому я, по сути, ни хера не теряю. Рецепты 15 века, в том второй, кстати. Неплохой вариант. Так, пожалуй, да. 2 счастливые монеты. Неплохо, ладно. Да. Так, давайте считать книжки. Блин, надо было перед сохранением прочитать все. Так, ну винушку мы читали. Правда, я не понимаю, куда винушку рисует. Она, по-моему, типа из старых, что ли. Алмера. Алмер это вот из этого, да? Так, ну это своего рода типа
Jesus Christ во вселенной страха и голода. Физическая защита. Мгм. Так, что еще? Рецепты, конечно. Так, книга содержит традиционные рецепты восходящей кухни 15 века. Рецепты взяты из воспоминаний печально известного шеф-повара Андера, который в то время работал на королевской кухне Рондона. Здорово, Дима. Сервер в пятницу поставил у станка датчик температуры заменил. Тут же ремень сдвигла на редукторе лопается. Пока все разобрал, пока напялил, уже вечер. Понедельник бойлер. Сегодня разобрал, охранял, на что похоже тен была. Заказал, промыл его заодно. Жестко. Вчера сушильный шкаф. Вывалился дверь. Скорее тена. Заменил, поправил дверь. Да, блин, господи. Похоже, что шефа повара Андера было серьезно соперничество с предыдущим королевским шеф-поваром Алексеем. Наш слон, походу, из России, Саня. Их соперничество переросло в убийство последнего, после чего шеф-повар Андер в полной тайне устроил из его останков королевский пир. Ну, сука, блин. Англосакс ёбаный. Скушал нашего Алексея. Теперь, когда вы смотрите на нее, кажется, что книга больше посвящена королевским сплетням, чем кулинарным рецептам. Между всем этим убийством и предательством вы находите рецепты шеф-повара Андера, знаменитый гуляш и грибной рагу. Белый гриб. Нормально. Ничего не понял, но звучит как работа. Мне даже теперь как-то неудобно стало, что спал. Да. Ну, что поделать. Таков путь. Таков путь. Так, новая поэма о любви и муках. Ну-ка. Автор сценария Рон Чамбера. В книге собраны многовековые сочинения знаменитого поэта Рона Чамбера. Эта книга посвящена второй половине его жизни и творчеству. Стихотворение первое «Почерневшее сердце». Ставки высоки. Вы тоже и даже больше. Живи своей ложью и играй с моим кровавым торсом. Кто поверит всем твоим попыткам, чтобы очернить мое имя, мертвая ворона в качестве приза? Говорят, что слеза только высыхает, так что я хочу увидеть в тот день, когда даже Грогород заплачет. Они узнают этот день как жестокий век. Они узнают эту страницу как четвертую фазу. Ты не умрешь. Да. Что этим хотел сказать автор? Непонятно. Спать клево, да, согласен, спать клево. Дневного дождя. У тебя дождь был? Маленький ключ. Синяя трава. Ливень был сильный. Прикольно, прикольно. Красная трава. 3 спички. В целом потраченного времени жаль. Лежать дерьма кусок. Морковь.
Да, сюда дождь, мне прям лето-лето. Мне вот не дают спать, жду юриста с документами уже час. Серьезные дела творятся какие-то. Желтый флакон. Расписной фонарь. Мини-ловушка. Блин, у меня этих денег просто дохерища. Господи, сколько можно. Очень серьезно, когда он приедет, все передаст, я серьезно могу пойти поспать. Да. Че, всю ночь не спал опять? Ты ебанут! Ты, блядь, просто чё нахуй? Бля, я просто поеду. Чё-то спать охота. Понял. А я вот эти вот стимулирующие таблетки вот принял утром. И что-то вот сейчас уже спать охота. Как будто их надо вот в обед принимать, а не вот утром. Это у меня вот такое вот появилось мнение. Дерьмо, что-то прям нехорошо получилось. Напряженное утро было. Ну, тогда да. Организм требует отдыха. Прикольно. А как мы оказались в такой ситуации, интересно? Ясно. Не задумывался, что если принять стимуляторы, ты в итоге устаешь сильнее. Но позже. Не, ну вот как понятно. Просто время рассчитать надо правильно. Вот я к чему. И утром их принимать получается не очень удачная идея. Где-то ближе к обеду. Нормально. М. М. Так, ну, надеюсь, на сей раз нам повезет. И мы залутаем патроны. Синий флакон. Шиллинги.
Синий флакон. Пиво. Печально. Бля, вот это перестрелка питерская. Быстрее свои калории в запас сжигаешь. Понял. Бодрящие таблетки. Красная трава. Это на самом деле хорошо. Зеленая трава. И желтый флакон. Заплесневелый хлеб. Патрон для дробовика. Очень хахара был ужас какой. Ух. Имя? Солдаты, да. И басмат. Это конечность опасна. Доктор где? Санденер. Таким, бля, просто на тот момент у него не было, наверное. Вот. Я сейчас подобрал руну морского дракона. Третью, да? Вау. Вау. Ну это имба. Это, конечно, охереть. Так, 10 человек. Где? Типа на трансляции? Всем привет, всем привет. Играем только со стартовым оружием. Приветствуется общение и там прочее. Как у вас неделя проходит и так далее. Рассказывайте. Потому что у нас пока что тут особо, как бы, ну, напряжные моменты есть, конечно, но в целом часто приходится уповать на удачу. Если по-серьезки, то на симулятор сидеть надо витамины конскими дозами хавать, жрать как ку, а не глюкозу внутривенно. Жесть. И не флакон. О, господи, дай мне патроны, пожалуйста. О, да, спасибо. Блин, вот только наныл патроны, наныл. Вообще хорошо. Блин, вот говно. Блин, мне же только сейчас, блин, только же повезло мне сейчас.
А, бля, еблуша, у тебя пушка, сука. Бля, я патрон потратил уже. Ну, хотя, с другой стороны, это нормально. Это нормально. Главное, не 0 патронов. Это уже хорошо. Но не думаю, что он соло делал вторую часть. Ну, если, конечно, он прям не принципиально, типа, решил так делать. Железное копье. Но мне кажется, все-таки у него, ну, типа, появились ресурсы и все такое, и он нормально по-человечески сделал с какой-то более-менее командой. То есть художников, скорее всего, нанял. И уже контент он расширял. Точнее, наполнял ширь. Или наоборот. Как будет правильнее сказать? Блин, мне мутный флакон очень нужен. Масла не хватает. Масло их жестко убивает вообще. Срочник начинает чувствовать голод. О, грибное рагу. Блин, у меня блин, хавчик это херище. О, вот это сюда. Сюда. Шпинатус. Как говорят зумерки. Красная трава. Пожалуйста. Ну, орел. Иди нахуй, а! Иди нахуй, а! Блять, сука! Шансы 50/50, ты ебанутый нахуй! В прошлый раз чисто орлы выпали, я выбрал, блять, пиздец, решку нахуй. Сейчас выбрал орла нахуй. Счастливый монет. Выпали решки. Это, сука, какова вероятность нахуй? Как это работает, блять? Пиздец нахуй. Я в шоке просто. Это что такое вообще? Значит, чтобы разраб сделал, у него хард слетел с обновлением термин, поэтому нет всех локаций, как было задумано. Но он все медленно переделывает. Первую часть он уже соло делал. Да. По-любому соло делал. Ну, то есть, получается, что он вторую часть тоже типа соло делал? Вот эту вот часть.
Блин, пиздец, он себя кошмарит, конечно. Готовы скрипты. Да, это понятно, но в плане художественных каких-то таких вот моментов ему бы помощники художника вообще не помешал бы. RPG Maker? Да. Ну, то есть он на RPG Maker... По-моему, RPG Maker. Это вот удивительно, но да, он типа настолько сильно зебнулся в RPG Maker, что получилось такое. Так, нож взял. Бля. Да господи. Нормально, нормально. 3 патрона! 3! О, как хорошо, боже мой. Фрэнбоу сделано на RPG Maker. Ни хрена себе. Кинопленка.
На полу лежит чей-то дневник. Я чувствую, как веревка затягивается вокруг моей шеи с каждым днем. Город всегда был узколобым и фанатичным. Если бы вы не следовали доктрине до конца, вас бы преследовали бесконечно. Священники не поощряют поведение словами, но они и не обязаны. Столетия родственных париваний и замкнутости создали атмосферу, в которой нет места отклонениям, не говоря уже о критике. Менталитет толпы овладевает городом через регулярные промежутки времени, и виселица становится знакомой каждому инакомыслящему. Я видел, как это происходило снова и снова, но по какой-то причине я никогда не думал, что стану следующим в очереди на тот свет. Итак, теперь мы здесь. Я видел знаки, я буду готовиться к своему уходу. А пока я воспользуюсь временным убежищем на этих окраинах. Луна сегодня ужасно высоко. Я слышу шум, эхом отдающимся на самом центре города. Толпа собралась вокруг этой полой башни. Верховный жрец произносит там свою речь. Боюсь, что я задержался слишком надолго. Я должен был уехать из города уже много лет назад. Да и какого-то чувака убили. Можете тоже на него перейти, он простой все для таких вот игр. Ну, блин. Я об этом думаю. Может, и стоило бы, да. Там Медведев на юрформе развыступался что-то в телеге Беховен смешнее. Хотя тут тоже херню несет. На юридическом форуме. Ладно. Не хочу знать подробности. Что там могло быть. Ах, забвение. Ты за что? О, белый гриб, белый гриб. Так, церковь Алмера. Лаванда. Руна морского дракона, охуеть может. Это что получается, у меня теперь... Да, у меня теперь 4. Пиздец. Кажется, здесь для чего-то есть место, там есть разные изображения древнего языка. У меня мученик, который пытается определить своих идолов. Заметки ремонтика внутри. Вы не совсем понимаете, на что смотрите, там запекшаяся кровь и остальное отвратительное по кусочку. Джеймс, это случилось снова. Эти дети украли инструменты в 100-й раз. Если когда-нибудь поймаю их, придется чертовски долго что-то там делать. Священник сказал мне, что все под началом вознесенного разделяет все владения. Ничто не принадлежит мне, ничто не принадлежит тебе. Все принадлежит Алмеру. Что за чепуха, это могло бы работать для священника и других, но не он проводит эти ремонтные работы по строгому графику. В будущем я буду прятать ящик с инструментами. У меня уже есть на примете идеальное местечко. Когда ты войдешь во второй зал, помнишь эти статуи? Они указывают друг на друга, следуя и по их направлению. Последняя укажет на место у стены. Я оставляю коробку там, под плиткой на полу. Кроме того, просто чтобы усложнить задачу этим маленьким вороватым крысам, я решил, что лучше всего закрыть подземный ход к месту ремонта. Отец Домек забрал одну из ключевых статуэток в свой приют. Одну оставили здешним священникам, а последнюю я заберу к себе домой. Так что если тебе удастся
Тебе понадобится воспользоваться проходом, дай мне знать. Ага. Да, в телеге пальтоты дохерища. Блядь! А, они сверху. Ух, ушел. Че зришь? Здорово, здорово. Привет. Рад видеть. Ну ладно, все, Дима, короче. Отперделся в своем Медведеве. Ты же знаешь, я политику обсуждать не люблю. Похоже, у него нет при себе ничего достойного. Судя по запаху, он, похоже, умер давным-давно. Это, видимо, тот самый чел, которого хотели повесить. Да это не политика, это ржака. Это да. Но, тем не менее, человек такой. Из того поля ягода. Политического поля. Какой бы он потешный не был. Потешный. Фехтовальный гамбизон. Так. Это, возможно, хорошо. Традиционно фехтовальная защита хорошо держит удар, но явно легко сгорит. Ага. Чё, как оно, как дела? Ты говоришь. Как неделя проходит? Уже среда. Таки наступила среда. Болторезы, болты, залет, водка. Это замечательно. Наман, у вас как дела? Ну, тоже вполне. Работа потихоньку делается. Всё вот это вот нормально. Так что да. Кольцо Бетеля.
Кольцо давно исчезнувшего нового бога Бетеля. В кольце заключена магия, что постоянно сочится из кристалла. Хм. Еще как навернула макрош с курочкой. Блин, классно. Приятного переварения. Хабелла. Тоже хочу. Хм. Механизм, удерживающий на месте. Ладно, валим отсюда. Охуенно. Патроны кончились. Надо до магаза идти, а я жду долбаного юриста. А чё он так долго? Что за неуважение ко времени другого человека? Это не круто. Ты такое простишь? Подстрекаем на конфликт. Ах. Теперь с тем чатом ждем юрист. Блин, проклятый юрист. Блин, а как залутать этого мистера Стрелка? Мухомор. Ой. А. Так, и чё он мне дал? Это оружие было какое-то? Что-то типа пикель хаб. Лем, нихера. Пикельхельм. Неплохо, неплохо. Славно, славно. Это что за кусочек мяса на машинке? Это мистер Стрелок. Этот мистер Стрелок стрелял по мне. Вы видите высоко мужчину, одетого во что-то похожее на резиновую маску. Ох, йоу. Ну, это мы читали. Короче, он очень плохой человек. Или существо.
Где фотка детей всем классом, на фотке будто грязь, и коммент был такой: это что за куски блевотин? Я не про детей. Да. Повезло, повезло и не повезло, потому что лут говно. Заперто с другой стороны. Блин, дай мне патронов, Господь, Господь. Как же не хочется ныть, но, бля, как же мне нужен патрончик. Так, момент. А я попаду им в голову? Бля. Нет, конечно. Ну, у них типа ног как бы нет, у них только тупо тело. Было бы классно сразу ёбнуть по голове и убить их. Ясно. Блин, охуенные монстры. Встречает меня с обосранными штанами. Ну, вообще даже без штанов. Ничего. А, мы блюем. Ребята, мы блюем. Я пошел. Приятного стрима. Спасибо. Удивительно, но у меня нету хирургической пилы, а у меня было до жопы дохерища. Капец. Какие же все-таки очень разные бывают тут у меня эти раны. Вообще, можно ли назвать данную игру роглайком? Учитывая, ну, типа, рандомность всего происходящего. Мне, кстати, патроны выпали. Найс. Найс. То везет, то не везет. Ну, каждая твоя смерть это новый тип ран. Звучит очень даже как-то это. Гуляш. Блин, ну как же не хочется. Но придется, да?
Не кусай, тварь. А, у меня же пилы нет. Блин, так печально без пилы. А! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Чё, блядь? Пизда. Вот это нам охереть. У них просто... У них даже яйца пухнут. Бля, это просто весь прогресс нахуй пошел, да? Это буквально весь прогресс пошел нахуй. Я столько всего сделал, по идее. Мне как бы везло и не везло в одно и то же время, но в целом можно было бы сказать, что мне везло. Так. Я выстрелил случайно. Ну так, то как вчера говорил, да похуй вообще. Ты видишь, какой прогресс у меня? Вдвоем посещать город. Да вообще игра про опасность, в принципе. Нормально. В город не ходите, насильников бояться. Сейчас никак нельзя пать увеличить. Да я хотел бы, но для этого, скорее всего, надо пойти поспать. Ну, типа несколько раз. Чтобы попасть на какие-то такие, типа, события, в которых будут участвовать другие персонажи. Да. В общем, что толку от того, что мы будем бояться города, не заходить в него? Толку 0. И прогресса 0. А если на характере заходим в город... О, героин. И разваливаем всех и вся на чистой удаче. А вот и пила. То это довольно-таки неплохо. О, патроны, патроны, патроны. Ну и все тогда, что переживаешь? Чисто на удачу. Так, я не понимаю вот это вот тут, вот это вероятности говна,
как это работает? Просто я просто... Это просто бред. А, понял. Гарантированно. Понял. Я ж тут не могу пройти, да? Да. Так, сейчас я... Вот так, допустим. И вот так, допустим. А, а как это? Там пройти нельзя. А, вот. Надо лестницу опустить, сейчас, погодите.
Кинули ящик с помощью напора воды. А, это место. Чак-чак. Это еда, что ли? Сочетание простенькие маракасы в сочетании камешков внутри различных жемчужин, привязанных снаружи, создает гипнотический ритм, помогающий. Ага. Ну, это для магии чисто. Ну, я, в принципе, понимаю, что меня ждет здесь. И мне сюда надо будет потом вернуться, по-любому. Но пока я сюда не пойду. Там, в общем, нас ждет несколько босс-файтов. Один босс-файт с армией крыс. Ну, их, типа, дохуя. И со здоровенной, очень здоровенной собакой из первой части. Крутая собака, в общем, там. Погоди, я же могу пройти? Или я это путаю? А, нет, не могу. Там явно что-то есть. Так, надо вырубать этот. Так, и что тут у нас? Западный туннель.
Ой. Понял. Так, а лестница? О. Масло. Бля. Ладно. Так, я тут, в принципе, что-то подлутал. А, ну да, у меня теперь есть масло. Мутная херня. Короче, коктейль Молотова я имею. Что супер хорошо. Коктейль Молотова тема. А. Так, я тут все сделал, получается. Блять, какого хуя он там делает? Да не могу в это говно поверить, бля. А, погоди. Слава богу, он сюда пройти не мог. Ебать, я там так долго пробовал, что я типа хз. 5 патронов у меня есть. Мина-ловушка. Орел, конечно. Бодрящие таблетки, кусок ткани. Не повезло. Так, сейчас мне нужно... Вообще хотелось бы, конечно, ваншотом убить жандарма. Я еблан. Слава богу, я успел. Я опять мискликнул. Блять, он, ну, если бы он сейчас поднялся, он мне бы таких
пиздов надавал бы, блядь, пизда. Ебать. Я ровно по центру зашел туда. А там этот черт стоит, блядь. Придется коктейль Молотова тратить. Если мы выживем... Блять! Заебись. Сука. Мудак на разрабе, блядь. Нахуй он его так поставил, блин. Не мог он его к краю как-то поставить. Ну, типа, зачем он в начале прям карты, вот прям у входа, вот буквально я в него вот так вот появился по-любому, прям в тайл мы вот так встали по-любому. Из-за этого он просто, ну, моментальный файт ловит. Ну, блин, за что так? Я не понимаю. Зачем так делать? Светло-голубой флакон. Вот одно радует, что когда мы вот так вот начинаем новый ран, нам, может быть, повезет больше. Может быть, больше повезет. Поэтому я и называю это рогаликом. Вот все. Этого похоронил с одного выстрела. Теперь можно будет подлутаться снизу. На этого потратился жестче, чем в прошлый раз. Так. Давайте, чтобы случайно не выстрелить, не дай бог. Шнырский бег. О, посмертная маска. Хорошая штука. Кольцо с шипами. Что она делала? Что-то около негативное, по-моему, было. Кольцо с шипами, из которых постоянно сочится яд, дарует иммунитет к сильным токсинам. Но его снять нельзя было, по-моему. Типа, если его оденешь, то все, пизда с концами. Он там навсегда остается тебе на пальце. Бодрящие таблетки. Кстати, 2 светло-голубых флакона получил. Неплохо, неплохо. Дробовик. Кстати, он прям идеально стоит для линии огня. Да.
Найс. Чек-чек. А, нюанс. А. В идеале бы еще потом, после всех этих приколов, пойти и сохраниться в городе на тотеме, я думаю. М, Ну так-то лучше. Кольцо духов. Да, блин.
Да, блин. О, патронов не хватает. Жестко не хватает патронов. Ну да, там по-любому... В этой трубе, короче, чел, 100%. То есть, если пробежим, то он оттуда вывалится и закроет нам проход. Как будто бы, с одной стороны, игра об этом предупреждает. Звуки там, короче, странные издаются. Так что... Местами порой разработчик не такой уж и мудак. Так, патронов у меня вообще нет, да? Да, 0. 0 патронов. Так. Ах, охренеть. Зачем мне так много... Так, у меня даже коктейля Молотова нету. Бременский нагрудник. Мощно. Очки плюс изолента. Значительно увеличивает точность владельца. Круто. Так, сначала, наверное, их надо с этой стороны приманить.
Бля, вот это уже проблема нахуй. Ладно, не обязательно все это сейчас делать. Сначала с берегом разберемся, потом сюда придем. Так, что бы такого... А, ну да, мы же до хера чего можем приготовить. Гребенное рагу. Рацион. Белый гриб. Это грибное рагу. Фехтовальная чего? Маска. Всё, ёпта. Да, блин. Так. Стеклянный флакон. Дерьмово. Ничего хорошего нету. Ща подумал, что лучше бы в передаче «Орел и Решка» не бабки бы выбрали страну, в которой будешь отдыхать. Ну, типа, если бы им не надо было бы планировать, и там реально надо было бы как-то наобум выживать с $100, то да, это реально бы так работало. Они реально бы так делали. Но Увинск. Так, медвежьих капканов дохуя. Размансуем его, наверное. А, ну пизда. А, да ты вообще охуевший, да? Я посмотрю, блядь. Ну, блядь, 3 капкана поставить пришлось. Я хуею, бля. Пиздос нахуй. Он просто увернулся нахуй 3 раза, бля. 2 раза, бля.
Сука, блядь, капканный Нео, блин, чисто мудак, нахуй. Я в ахуе, блин. Чё они все такие дохуя умные, блядь? Пиздец. Пощада игра, блядь. Давай, гамбара, гамбара, блядь. Ух, ёбаный стыд. Бременский элитный шлем и бременский нагрудник. Ай, сука, ну за что? Вот как бы я не то чтобы неблагодарная мразь, а скорее типа, да блять, зачем? Мне патроны пиздец нужны. Охуеть. Только капканы эти еще пропали. Кабак. Блин, если бы я нашел у паленого луной патрона, я реально охуел бы. Не, ну, в целом, несмотря во внимание, что мне вообще не везет с патронами, мы справляемся довольно-таки неплохо. Еще, вот если еще не брать во внимание того, что я проебал целых 3 медвежьих капкана. Ладно, 2. Одно все-таки зарешало. То как бы тоже неплохо. Все, что мне остается, это вот тешить такими микрорадостями о том, что типа не так уж я и плох. Есть слабая надежда на то, что мы справимся.
А, бля. Я вспомнил, кто меня в прошлый раз убил. Сука. На меня ж толпа бомжей напала. И что делать? О. Медвежий капкан. Хорошо. Да, бля. М. Патроны. Хирургическая пила. Так, а тут что? О, он давно погиб. На теле множество ран от укусов. Тухлое мясо. О, чел живой. Кажется, он едва цепляется даже за жизнь. Похоже, он действительно в тяжелой форме. Вы замечаете небольшие свежие колотые раны по всему его телу. Они похожи на что-то, что было нанесено вороньими клювами. Он просто едва жив. Освобождать его бесполезно, на него больше нет надежды. Кажется, он просто едва жив. Едва жив. Едва жив. За плодородие и процветание. Овощи. Да, то есть...
Бля. Нам по-любому пизда, да? Вообще ноль. Есть шанс разъебать его. Нет! Мега шанс выжить. Слава тебе, Господи. Чел, ты не охуел? Боже, бля. Да, вот теперь надо бы засейвиться по-хорошему. Бля, вот хуёво, что я патрон проебал. Хотя у стрелка, наверное, патроны есть. А где мистер Стрелок? Ага, жизнь далеко. Ну, один патрон, ну, блин, типа... Такая подачка, знаете. Ну, держи, не ной. Не там стрёмно идти туда. Но вообще, теперь, когда мы разъебали эту банду странную, мы можем смело пойти наверх.
Вот здесь вот. Да, блядь. Туда-сюда мансил, ходил, блядь. И чё в итоге? Один хер мы с ними сражаемся. Нормально. Да боже мой. Патроны одни до пистолета. Вот тут, короче, этого мистера Колокольчика не будем трогать вообще. Нахуй мне нужен пока что. Вот найду патрон, да, тогда я его, пожалуй, выебу, но... Не раньше. Клуб выглядит достаточно уютным. Думаю, я немного посижу. Все. Вот тут мы изи заценимся сейчас. Потайной подвал. Так, это мы все читали. Пистолет Люгера и патрон. Закодировано письмо. Похоже на зашифрованное письмо или детскую шалость. К сожалению, на данный момент у вас нет зашифрования. Ага. Могу я взглянуть на секунду? Что-то странное, как ты думаешь, что там написано?
Я надеялся, что ты можешь мне сказать. Понятия не имею. Может быть, она ничего не значит. Я бы не стал долго думать об этой бумажке. Ага. Алхимия, том 1. Кайф. Ну все. Так. А, бля, ебал, сука! Ой, бля, я такую хуйню сейчас сотворил. Мейстраф была бы куда лучшим вариантом. Бля. Ритуальный круг. Засейвились, чё? Брхвл Боб. Нихуя, мы его убили. Камень душ. Я не помню, что эта бабка делала. Блять, там еще один такой же. Я думал, он особенный один такой на свете. Этот мистер Колокольчик. Это зловещее эхо отдается с глубин магазина. Там, короче, какой-то странный монстр был, насколько я помню. Рациональный монстр, что тут, или иррациональный монстр. Странное дерьмо было. Жуткая тишина наполняет кафе.
Так, м, как-то это было стрёмно. Напряжение какое-то чувствовалось. Дверь открыла, и мы стоим. Ничего не происходит. Я уж подумал, сейчас кто-то выпрыгнет. Бля, еще одна винтовка. Магазин создает некоторое ощущение нормальной жизни. Гаче торговый центр. Кольчужное одеяние. Блин, вот это вот тайловое перемещение, оно есть что неудобное. Оно нихуя не идеальное и так далее. Пиздец неудобно. Погоди-ка. А как наверх подняться-то было? А, во. Это лестница, кажется. Кольцо пиявка.
Массивное кольцо выковано сотни лет назад магами и отшельниками юга, чтобы посвятили свою жизнь богу глубин. Маги наделили кольцо магией, высасывающей жизнь. Не понял. Оно типа вампиризм дает? Доктор Кефир, как тебя зовут, приятель? Срочник. Пошел ты нахуй, срочник. Теперь, когда с представлением поконченными, чего ты хочешь не знакомиться? Классный парень. Сразу меня нахуй послал. А, Затвердевшее сердце. Я хуй знает, но затвердевшее сердце звучит хайпово. Амулет маленького существа. Вау. Балдеж. Что-то я аж немного очканул жестко. Угу. Так. Что происходит с этой кроватью?
Различные документы разбросаны по полу, по столу. Ага. Так, ничего интересного. Ну, мне этих ключей дохуя, поэтому вообще даже не жалко. Ух, ох, 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 ох. Удача моя, удача. 4 шиллинга. Сколько у меня шиллингов? Как раз 99. М. М? Я хочу кетчуп. Я хочу синий. Я хочу не это магазин. Голова. Oh my god. Я хочу. Уда. Я надо это имя. Не пахнет. Не пахнет. Ща.
Так. Вот я не понимаю, что за затвердевшее сердце. Ага, я вдруг понял, что я на джойстике играю. Бля, оказывается, на джойстике можно играть. Забавно. Внезапно, оказывается, я играю на геймпаде. Ну, в целом-то, конечно, да, удобно. Так, их там очень много. Что VIP дает? По идее, там были какие-то плюсы. Всякие разные. По типу, например, если мы вдруг станем популярными и все такое, то тогда, допустим, чат будет бегать очень быстро. И я, например, включу медленный режим. И VIP зрители, они не имеют такого ограничения и могут писать нормально, например. Это вот одно из... Что значит, если станем? Когда станем, да. Нихера какой он неадекватный.
Вот так вот. Срезал ему яйца. Он потерял равновесие. Яйца как бы были этим а, механизмом баланса в его теле. А, Блин, охереть, у меня много голов. Просто до хера. Информационное агентство. Жуткая тишина наполняет информационное агентство. Блять. Баллы переделать, смайлы тоже и алка. Блин, ну было бы классно. Баллы бы во что-то другое переделать. Не знаю даже во что. Стремное дерьмо.
Разорение в этой области случилось сравнительно недавно. Нормально. Здесь тихо. Стрёмное место. Что-то неохота заходить. Я хз, что там, но почему-то неплохое предчувствие насчет этого места. Добби свободен. Кайф. Мы рады за Добби. Прикинь, вот игру, оказывается, на геймпаде можно играть. Мелочь, но приятно. Хера хороший, правда, но до завтра свободен. Ну, свободен ведь. А это слово позитивное, положительное. Свобода означает много позитивного. М. Видоизмененный углерод.
Я что-то вообще не смог директ посмотреть. Всего Медведя, вот, кстати, глянул зато. Вот в июне только 4-й сезон выйдет. Прикольный сериал, хорош. Второй не смотрел, Углерода. Ну там какая-то крутая, типа, научно-фантастическая штука была. Точно не помню. Типа какая-то фантастика киберпанковская. Нахуй надо. М. Прям чуть ли не по настолке сделанная, да? Чё, реально по настолке сделанное, что ли? Красная трава. Пиздец. Просто, ну вот все, что ты в голове держишь, слыша киберпанк, там вот оно как в игре. Понял. Так вот, ее за что полюбили. Понял. Надо голову отдать в жертву. Нет дохуища голов. Аугментация, слоение общества и перенос сознания и так далее. Я понял, полный набор. Корпорации. Предложить портрет юноши. Подожди, зачем ты меня вообще вызвал? Что за черт? Как хлопот. Но в любом случае, кто дал вам, людям, возможность вызвать нас по прихоти? Не беспокойте меня больше, или вас, если у вас нет товара. Начал смотреть «Мир Дикого Запада», задумка охрененно, но как же скучно сделано. Разочарование года. Печально.
Я чё... Твою мать! Я ко встрече с этим мудаком не готов. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Это вообще что такое было вообще? Какого хера он вылез? Это же всего лишь первый день. День, типа. Все из-за отрубленных голов? Господи боже. Какая гнетущая атмосферка. Или это из-за того, что я сделал подношение? Там такое. А, Дэныч. Такая тишина и покой почти погружает в транс. Озеро кажется таким огромным, потому что не видно другого берега. Интересно, могли бы мы просто переплыть озеро, чтобы выбраться отсюда? Уже уходишь? Таков план. Так. Сейчас они тут стоят, спорят о всяком таком дерьме, о том, что могло бы быть причиной всего этого.
Любовные линии. Да. Такое ощущение, что они хотят себе набрать аудиторию побольше, там, не знаю, любителей мелодрам, женщин, все такое. Типа, мол, сериалы это про любовь, там, про отношения половые. А и вот эту фантастическую, типа, штуку, они такие, типа, короче, это... Так, пускай будет фоном. Главное, половые отношения. Кто кому там целовал, кто кому там не целовал. Вот что важно, ребята. Вот где бабки. О! Вам это дерево кажется знакомым, вы в детстве здесь что-то прятали. Вы совершенно забыли их здесь, потому что в приюте узнали о вашем плохом поведении и наказании. Вскоре после этого вас призвали в армию. Так что у вас никогда не было шанса вернуться в свою заначку. 15 шиллингов и бутылка пива. О, блин. Прикольно. Моя заначка. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Много здесь. Да. Погоди, а Мир Дикого Запада это HBO был, да? М, Так, теперь давайте еще раз поспим. Вот это да. Марионетка из плоти, господство над паразитами. Так, вот это, по-моему, винушка. Пожинающие корни. Мозговой цветок. Магическая атака, шепот любви, феромоны. Так. Атака, атака, атака. Блин, вот гора там прокачать надо.
О, девчонка ушла. О, это ты. Мы не представили друг другу ранее, я Марко. Это место, ты видел местных жителей? Да, с ними что-то очень не так. Да, кажется, будто что-то усилилось. Житель деревни. Какой-то здоровяк напал на меня без предупреждения. Я могу позаботиться себе, но даже у меня были некоторые проблемы с тем, чтобы выбраться оттуда. Это просто кошмар. Что же можем делать? Может, мы пройдем обратно по железнодорожным путям? Уже пробовал, все закончилось в том, что я приходил кругами и вернулся сюда. В этом нет никакого смысла. Как ты можешь заблудиться, идя прямо, следуя по своим следам? Это действительно кошмар. Хочешь присоединиться? Нет, прямо сейчас. Я думаю, что здесь я более полезен. Марко помогал мне. Лоу, походу я теперь смогу получить себе в команду дохуя народу. Если все обыграю довольно-таки хорошо. Темнота. Друг молодежь, ёпт. Заставьте врага разлагаться изнутри, делая его плоть мягкой и податливой. Возьмите под контроль отрубленные конечности, чтобы атаковать врага. Для этого вам понадобятся отпиленные конечности. Вы можете поговорить с теми, кого часто не замечают господство над паразитами. What the fuck? В смысле? Это самое неприятное. Почему поезд просто перестал работать? Да. Пуку-пуку-пу-пу-пух. Попробуем нарисовать что-нибудь на круге. Здесь, в подвале. Я вот точно не помню, у меня было это. Не, нету. Блин. Нету. Я вот думаю, может портал нарисовать или Грогорота. Может Грогорота тупо нарисуем. Нахер мне этот козел, да? Да. Не, оставимся хорошо. У меня еще и тотем про запас есть у поезда. Неиспользованный. Единственное, не понял, а время тут реально идет само или от событий только? Время идет от того, когда ты спать ложишься. Бля. Умный дохуя, да? Мне пизда.
А, ну, пиздец, все. ГГВП. Все, пизда. Срочник. Болеть. Прицмайл. Он не дотроган? Ну, типа. Но мы его попробуем сейчас добить. Но в любом случае... Тот пиздец. Как бы, ну, видите, да? Что у меня двух рук нет. Сейв давно был? Нет, совершенно недавно. Пипец. Да. Близок, близок. Близок я к этому. Я очень близок к такому состоянию. Да. Я, конечно, не так силен, как Вуйчич.
Сейчас проверю кое-что. Особняк надо проверить. Откуда рука появилась? Блин, чел. Ты же не можешь подниматься по лестнице, типа, ну. У тебя рук нет. Да. Так, тогда пошли к городу, посмотрим, что там. На. Ворот пропустил. Мне вообще удивительно, что мы смогли город зачистить. Ну, как бы. Ближайшую, по крайней мере, его часть. Это на самом деле охереть, как удивительно. Опять это. Ну, что поделать? Что поделать? Привет, Ядро. Вы не можете держать ружье без рук. М. Ну, по идее, да.
Где там чек-чек был? Да. Ну, он мне, по идее, 5 дней дал. 5 дней до 24-го. Но начал я вчера, 21-го. Ну, то есть он ночью просто приходит и говорит, вот, у тебя 5 суток, попробуй пройти без смены оружия, только стартовые пушки. First strike. Motherfucker, motherfucker, motherfucker. Нихуя. Блин, похавать надо было.
Лол. Голову посмертной маске. Найс. Блин, мы даже не похавшие. Голодные его убили. Были бы мы сыты, убили бы быстрее.
Да блин, в смысле ты не умер? М. Так, где вторая гончая? Блин, за крышей валяется.
Заметь, по диагонали помещения ты все равно ходишь под 90 градусов. Ну, типа. Знаешь, что можешь ходить по диагонали, ты не ходишь так. Но, блин, он как-то не просто ходить по диагонали. Хотя на джойстике как будто проще, но на клаве как будто совсем другое. Да не, на самом деле нужно. Без диагонального перемещения как-то он... Это место холодная дрожь пробегает вас. Нет, сиротский период, в котором вы выросли. Холодная погода и жуткий туман, кажется, подчеркивает его грубый внешний вид. Это место выглядит таким же призрачным, как и ваш ночных кошмарах. Запах плесени следует цветочных духов, которым пользовались монахи. Пылинки тихо плавают в воздухе. Это достаточно, чтобы вас скрутило живот. Вы никогда раньше не задавались этим вопросом. Но как получилось, что некоторые монахини вообще пользовались этими духами? Угу. Алхимия, том 3. Коричневый флакон. Так, что давал коричневый флакон? Нихуя.
тут призраки ходят. А, Да блять.
бля. Так, еще один. Эти долбаные священники. Прикольно. Дор. Выглядит достойно. Дорф. Ведь вы этого достойны. Ну-ка. Ха-ха, сейчас нафарим себе хп. Что-то я об этом не подумал.
Дюссельдорф. Нажимные пластины и болты. Блин.
Hmm. Нифига ты кританул. Привет. Хер.
Да ладно. М. Блядь, сука. Я ёбаный солдат. Ай, блин. Как-то это было реалистично, слишком жестко. Ебать. М. М. Есть этот дед Максим, что ли? Хуй через плечо. Жесть. Ладно, я пойду отдыхать после такого подрыва. Только спать, я думаю. Не, ну в целом сегодня хороший прогресс, я думаю, вообще довольно-таки мощный. Да вообще охуевший прогресс, если так подумать. Мы, блядь, город зачистили практически. И за очень короткое время можем пойти зачистить в темноте детский приют этот. Ну да, нормально. Сейчас в темноте еще там походим, где-нибудь походим. Думаю, какие-то ивенты интересные там будут, мне кажется. Ну все. Спасибо, ФБ что ты был. Всем спасибо, кто смотрел и общался в чате. В общем, увидимся завтра. Да. Всем удачи, всем пока.